начала работы мы набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заходим в первую петлю и соединительным столбиком замыкаем круг. 1 воздушная. В круг нам надо ввязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в первую петлю и соединительной петлей замыкаем круг. 1 воздушная. Теперь нам надо в эти 6 столбиков, в каждый столбик провязать 2 столбика без накида. Сюда же заходим, провязываем столбик без накида, в следующую петлю 2, в следующую, и так до конца ряда. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем соединительный столбик. Теперь нам надо провязать 3 воздушные петли. Заходим в первую петлю и соединительной петлей привязываем эту арочку. 3 воздушные петли. Заходим в следующую петлю и соединительной петлей привязываем воздушную цепочку. 3 воздушные петли, в следующую петлю соединительный столбик, 3 воздушные петли, соединительный столбик, в следующую петлю, 3 воздушные петли, заходим в следующую петлю, соединительный столбик. И так у нас должно получиться 12 арочек. В конце ряда набираем 3 воздушные петли, заходим в первую петлю предыдущего ряда и замыкаем круг. Соединительной петлей переходим в арочку, набираем 3 воздушные петли и провязываем в арочку, не довязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. На крючке 3 петли провязали все одной петлей. У нас получился пышный столбик. 3 воздушные петли, переходим в следующую арочку и провязываем 3 столбика с накидом с одной вершиной. 1, 2, 3. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные, заходим в следующую арочку и провязываем 3 столбика с накидом с одной вершиной. 1, 2, 3. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные, и так мы продолжаем до конца ряда. Провязав до конца ряда, у нас должно получиться 12 пышных столбиков. Провязываем 3 воздушные петли, заходим в последнюю арочку, провязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом с одной вершиной. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей, 3 воздушные, и в первую петлю подъема в начале ряда мы привязываемся, отрезаем нить, берем нить другого цвета, в зависимости от того, какая у вас есть. Заходим, делаем петельку, заходим в арочку и провязываем одну воздушную петлю. Ниточки прикладываем вдоль круга. И теперь нам нужно провязать ряд столбиками без накида, но при этом мы сейчас будем вывязывать угол. Мы вяжем 1 столбик без накида, 2, 2 воздушные и сюда же 2 столбика без накида. 1, 2. Вот эти 2 воздушные нам формируют угол. Заходим в следующую арочку и провязываем
2 столбика без накида. Заходим в следующую арочку, еще 2 столбика без накида, в следующую арочку 2 столбика без накида. И так как у нас 12 пышных столбиков, нам было по 3 пышных столбика. Значит, мы уже находимся на углу. 2 столбика без накида, 2 воздушные, и сюда же 2 столбика без накида. Мы связали еще один угол, и получается квадрат. Заходим в следующую арочку, 2 столбика без накида, 1, 2. Заходим в следующую арочку, 2 столбика без накида, 1, 2. Третий пышный столбик, это у нас угол. Провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные, и сюда же 2 столбика без накида, 1, 2. Заходим в следующую арочку, 2 столбика без накида, 1, 2. В следующую арочку 2 столбика без накида, 1, 2. В следующую арочку 2 столбика без накида. Посчитали, что у нас здесь 3 пышных столбика, значит мы на углу вяжем 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика без накида в эту же арочку. Третья сторона квадрата. И вот они у нас оставшиеся 3. Заходим в арочку, 2 столбика, в следующую арочку 2 столбика без накида, и мы пришли в начало ряда. Мы заходим в первую петлю подъема и соединительной петлей замыкаем круг, квадрат. Провязали. Вот у нас получился квадрат. Соединительной петлей переходим в арочку, в угол, где у нас было 2 воздушные петли. Набираем 3 воздушные петли и сюда же в эту арочку мы провязываем столбик с накидом. 1, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. Провязали. И по кругу нам надо провязать ряд столбиками с накидом. В каждую петлю мы заходим в каждую петлю и провязываем столбик с накидом. До конца ряда. Вот этой стороны, до конца стороны, до угла. Вот таким образом. Заходим в последнюю петлю. Теперь мы заходим в арочку и провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же 2 столбика с накидом. 1, 2. Мы провязали еще один угол. И так до конца ряда. В каждую петлю столбик с накидом и в арочку 2 столбика с накидом и 2 воздушные. Провязав до конца ряда, мы заходим в первую петлю и соединительной петлей замыкаем круг. Связали 2 квадрата. Соединительной петлей переходим в угол. Изнаночной стороной мы прикладываем друг к другу 2 квадрата. Заходим в первую стеночку вот сюда. На втором квадрате мы будем использовать только первые стеночки петли. Тамбурным швом. На первом квадрате 2,
на втором квадрате первая стеночка петли. Захватываем нить и пропускаем ее через первую. На первом квадрате вторая стеночка петли, на втором квадрате первая. И так до конца ряда, до конца второй стороны квадрата. Обвязала я 2 стороны тамбурным швом. Обрезаем нить, прячем ниточку, и теперь нам надо связать ручку. Это же у нас сумочка. Обвязанные 2 края у нас остаются внизу, а здесь у нас есть угол. И вот в эту арочку, где у нас было 2 воздушные петли, мы заходим, делаем петельку на рабочей нити, заходим в арочку, привязываемся и вяжем воздушную цепочку. Ручка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну вот 20, да, если считаете нужным, что 20. В арочку второго квадрата привязываемся, отрезаем нить, прячем в полотно, и вот получилась такая сумочка. А в сумочку можно положить подарки, конфетки, подарочек и шишку. Вот такая получилась сумочка. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А всем пока-пока.